Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Этот ролик будет не про мотоблоки, не про стрижки котов. Это скорее трепательный ролик. Ну и заодно решил я показать. Сделал я футбольные ворота детям. Речь скорее тут идет о том, что достигая периода взрослого, мы начинаем вкалывать, пахать, тянуть за собой. Вот, допустим, если купили дачу, тут дом строить, тут и огород надо, и то, и то, и то. И забываем о том, что хотим с собой привести сюда детей, а условия зачастую мы не создаем для детей. И дети не особо-то хотят приезжать на дачу. Ну, не, если, конечно, все готово, и все, вы купили уже готовую дачу, то это одно. А так вообще скучновато, естественно. Молодежи нашему поколению, не нашему, а молодому нашим детям. Вот. Ну, вот решил я, в детстве хотел, но как бы в детстве никто ничего не делал. Хотелось всегда иметь какие-то большие футбольные ворота. То есть у меня 3 детей. Старший уже 18 лет. Раньше мы были многодетные, ну тут уже в мае перестали. Старший достиг 18 лет, сдает ЦТ. 2 еще 10-12 лет. Ну, хочется им развлекаться, и правильно. Целый день впахивая, ты как бы не успеваешь ни с детьми пообщаться, ничего. Ну, благо у нас тут озеро есть недалеко, дети там с мамой ходят на озеро. Ну, одним же озером тоже не спасешься. Ну, а давно хотел реализовать свой проект, ну вот сделал. Ушло мне на все про все 4 дня. Эти трубы, они все заборные. Раньше, когда я купил участок, тут забор на них держался. Я выборочно повынимал, они, конечно, погнившие уже, ну, хотя то, что есть, то и есть. Покупать готовую продукцию я не собирался. Такого уровня также я не видел в продаже. Какие-то пластиковые продаются, ворота маленькие. Ну, одно издевательство. Это не ворота, точнее, не издевательство, а насмешка. Эти ворота у меня получились 4,90 на 2,10 с высотой. С выходом в верхней части, по-моему, что-то 38 сантиметров по выходу, по верхнему, а снизу 44. Так как сетку, я еще как бы не знаю, думал сам связать эту сетку. Ну, а что связать, если это времени уйма. По итогу в 21 веке купил. Сетка называется, сейчас скажу. Это к тому, если кто собирается покупать сетку. Я ее искал в интернете, все пытался понять, как ее натягивать. Я к тому, что, ну, в привычном понимании сетка в верхней части выпуск и потом под углом. А здесь просто написано размеры 5,10 на 2,10 и 0,5 и 0,5 квадратик, 0,5 на 0,5. Толщина нити 2,2 миллиметра. Так, видно будет. Люксол, наверное, безузловая. Ну, название укажу. Вот разные размеры, разные толщины нитей. Я взял самую тонкую, там она обошлась 40 рублей, 1000 России примерно. Вот, так что надо создавать все-таки условия для детей, чтобы они с радостью приезжали, чтобы было интересно. А то, как я провел детство в Витебской области, там деревня Оболь, там огород на огороде, это тропиночки узенькие, там играть-то не с кем было. Ну, короче, было не сильно весело. Потому хотел и сделал. Также хочу рассказать, недавно чуть тут, как говорится, чуть жизнью не расстался. Ну, это так громко сказано, конечно. Сейчас я закреплю, покажу, как она выглядит. 20 лет назад. Расскажу, как я сходил к зубному. Вот так вот, правильно, и так начать. Короче, мы тут с женой решили щучки поесть. А щука оказалась твердой. А теперь я перескочу 20 лет назад. У меня, сколько мне было, 21, наверное, 22 года. Зуб полностью развалился. Ну, уже без нерва, естественно. И пошел я его, думаю, пойду удалю коренья эти. Вот, а врач пришла к нам на завод, молодая. Она говорит, ай, может, не торопись, ты успеешь ты еще удалить. Давай мы тебе его попробуем вылечить. Ну, я такой, ну ладно, типа, не удаляем, хорошо. И раз не удаляем, значит не удаляем. Она начала там как-то пародонтит, по-моему, называется болезнь. Это была у зуба. Она почистила каналы, все корни повычищала. Все, ну, там 5-6 раз я ходил, запломбировала, все, нарастила чуть-чуть с пломбы. Ну, и получился зубик такой. Как бы, ну ладно, я такой довольный, что обошлось без удалений. Прошло 20 лет. Зуб, естественно, не восстанавливался. Ну, так потихоньку, шатко-валко жил. Вот. Ну и по какой-то причине так получилось, что
вот когда мы ели щука твердая, и я зубом, видно, надавил, и зуб у меня внутри треснул. Это я впоследствии узнал. Начал мне зуб побаливать, десна, точнее, не сам зуб, а десна вокруг начала болеть. Ну, я так, ладно, бог с ним. Понедельник десна заболела, вторник у меня, к примеру, ну, я просто по дням уже не помню, вторник начал у меня флюс образовываться, к вечеру я уже ночь не спал. Со вторника на среду я ночь уже не спал. Появился с утра флюсик небольшой, еле-еле такой. Ну, чувствовал просто вот что-то какое-то мешает, как будто что-то мешает. К вечеру второго дня уже напухло. Куда, думаю, поехать? Ну, ладно, до утра потерплю, пополощу, может, пройдет. Начал там полоскать этим, ну, короче, чем полощет. Ночь я уже не спал, ночь я уже в телефоне зависал, потому что спать не мог, все болело. Кетарол помогал, но не очень, почти не помогал. С утра подскочил, понесся там в нашу заводскую, позвонил в поликлинику, поликлиника заводская, руки умыла, сказала, вообще врачей нету. Поехал в больницу, в больнице завернули, сказали, это на Аполлоцкую, мы этим не занимаемся, это вам в поликлинику. Поехал я в городскую поликлинику первую, с утра вот приехал в 8 утра, это вам надо обязательно хирург, как это, зубной хирург, он только в 3 часа будет. А у меня уже опухло, ну вот так вот. Почти вот с кулак. Ну, не с кулак, ну ладно, вру. В пол кулака, в пол моего кулака, оно до сих пор у меня есть это. Опухло, все болит, я там ну ладно, хер с ним. Поехал назад, там лед положил, ну, льдом слегка оттянуло. Вот с 8 утра дождался я 3 часов, прихожу на прием. А уже позвонил до этого товарищу, говорит, тебе типа обезболивающее делать не будут. Думаю, ну, блин, а почему? А оказывается, причина в том, что, да, они обезболивающее мне сделали, но оно подействовало только, ну, это впоследствии, на ткани здоровые, а на воспалительное место вообще не действует обезболивающее. Она уколола, и как бы вот вроде бы чуть-чуть где-то вот я почувствовал, но в общем, когда я пришел в 3 часа, сделали снимок, зуб треснул, и через трещину проникла бактерия вовнутрь, и началось воспаление. Там как бы вот снимок я делал с 3-копеечную монету, воспалительный очаг. Она сказала, ну, желательно удалять зуб, так как это уже не зуб, а остатки корня, и чистить обязательно. Ну ладно, я уже, в принципе, был готов морально. Мне тот товарищ один рассказал, как ему все это удаляли. Нечто подобное я уже от них ожидал. Что я не знаю, вот стоит ли вязать на узелки или на веревочке все-таки, или просто на узлы завязаться, а не на бантики. Наверное, на узлы будет лучше. Ну, в общем, попал я, сделали снимок, рекомендовала удалять, я согласился. Сел уже, подготовился, руки скрестил, вот, и началось. Я ж думал, она удалит мне зуб, как обычно, там, пару минуту, как мне удаляли в 14 лет один зуб. Хрусь, все, вырвал, все. Тоже коренья, кстати. Но получилась беда в том, что зуб за 20 лет стал очень рыхлым, и он развалился на куски. Она начала ломать его туда-сюда. Ну, может быть, ну, я не говорю, что у нее квалификация низкая, я не знаю, я не могу судить, я не видел ее работы. Могла ли она удалить меня одним движением, ну, несколькими движениями. В общем, начала рвать. Такая тянущая боль, начала это, ну, ладно, там терпел, раз, два, потом это какой-то экскаватор, потом какой-то кривой этот, и, короче, ну, вот минут 20 она у меня вырывала этот зуб. 20-25 минут, ну, 20 где-то минут. 20-25. Такая, ну, сделаем контрольный снимок. Хорошо, пошел на снимок, шел на слабость в ногах. Ну, уже это, силы уже заканчивались мои. Как будто с тазика облили, весь мокрый, насквозь. Вот. Пошел на снимок, сделали снимок. Я говорю, ну что? Она говорит, ну, продолжим. И еще минут 20-25. Это трындец. Под конец я уже все, я уже боль не чувствовал, я ее видел. Мне такое чувство, что я превратился в какой-то котлован, в какой-то туннель, из которого что-то выковыривают, блин. Но это, конечно, словами это не передать. И уже по прошествии времени уже как бы восстановился. Но до этого Ну, в общем, я зашел в 15:10 по времени, вышел 16:40 я оформлял больничный. Где-то 1,5 часа я отсидел в этом кабинете с учетом снимка. На все про все, то есть, получается, откинем где-то по 5 минут на снимке, на 2 снимка, это 10 минут. Ну вот и получается все остальное время это вот лечение. Ну бог с ним, ладно. Доковыряла она и говорит, а теперь будем чистить.
Ну, так, а я думал, она зуб вырвала, и как бы все вытекло, все, весь гной. Берет какую-то штуку, как усадила мне туда, меня аж выгнуло в этом кресле. А теперь дренаж. И вот дренаж, когда она, эта женщина всунула, вот это все, вот это самое вот максимальное, что было болезненное. Вот даже, оказывается, тот зуб, когда она вырывала на живую, и все это было до этого долго, нудно, но не так болезненно. Когда всунула дренаж, вот там уж, блин, я молчал, конечно. Я ж мужик. Мужики не плачут, но слезы текли сами. Вот, скажу честно, слезы текли. Уже процесс был такой сложно контролируемый. Все, вставили мне дренаж, вставайте, я встаю. Она такая, а вы аккуратно, мы вас не удержим, такие 3 медика. Я вроде как стою нормально. Говорит, присядьте. Я так думаю, да не, я говорю, все нормально. Не, присядьте. Я так в зеркало глянул, а у меня лицо такое пепельно-серое. Ну, 1,5 часа сидеть в этом. Ну, в общем, вот так вот. Там они мне на шатырь давай в нос пихать, замочки ушей тискать. Не, я не уплывал, как бы, и вроде бы и нормально все. Не было такого, чтобы я там, знаешь, что-то там в голове начало метусить, и я там начал уплывать. Не было такого ничего. Но, видно, им виднее. У них на опыте, они, скорее всего, знают. Вот предсостояние такое потери сознания. Посидел я, оформлял больничный. Так уже вот тяжело, потом вот за печатью пошел обратно. Ну, добрый час, это было вот такое состояние тяжелое. Как, ну, я не скажу, что в тумане, нет такого, как в тумане нет. Просто туман был от боли, то есть даже соображаешь, мысли текли вяло, боль заполонила, весь мозг заполонила. И ты уже как бы все понимаешь, делаешь на инстинктах, все, потери сознания не было затуманенности, ну, чтобы в глазах туман стоял. Нет, ну вот, наверное, в голове туман болевой был, и все. Ну, в общем, вот так вот, поел я щучки. Удалили этот зуб. И по итогу еще в конце такая, ну все, 2 корня удалили, а 3 у вас небный корень. Небный корень, если я его продолжу выковыривать, он с большой долей вероятностью, я его протолкну вам гайморит болезнь, вот эта гаймовая пазуха, в эту пазуху. И после этого его можно будет извлечь только с помощью операции и скальпеля. Разрезать пазуху, вынимается кусок этого осколок зуба. Либо оставляем на время, пока ткани сами не выдавят его. Это у меня 6-й зуб, 6-й верхний. Пока ткани его сами не выдавят через десну. Потом десну разрежем и либо извлечем его, либо он сам выйдет. И уже тогда, опять же, просто удалим. Ну, я говорю, мне не хватало мне еще операции. Я говорю, оставляете. Все, оставили дренажи. Ну, 2 часа прошло. Через 2 часа я уже себя лучше почувствовал. Отек спал только через... А он еще до сих пор не спал. Я до сих пор его чувствую. Ну, а по поводу... Через 2 дня, получается, вот, да, в среду мне удалили зуб и вставили дренажи. Дренаж, оказывается, ну что за дренаж? А дренаж это такая, как вот, может, кто видел, натяжные потолки. Такая пленочка, она вот на всю ширину, то есть она вот на сантиметра 2-3 она сделала разрез в десне между щекой и десной. Туда, потому что то воспалительное, тот гной, что вышел через отверстие, через канал зуба, шахту эту зуба, мало, а весь воспалительный он был как бы в другом месте. Надо было в любом случае разрезать. Разрезали, там шприцами промыли все и вставили дренажи. И вот дренаж не дает ранке зарасти, чтобы с обеих сторон, вот как пленочка стоит, и вот с одной стороны и со второй стороны вытекала воспалительная жидкость. Вот, вчера мне дренажи сняли, в пятницу мне сняли дренажи, вот в среду было удаление зубов, в пятницу вынули дренаж. Я еще побаивался, думаю, а как они, может, там заранее, думаю, сам выниму. Не больно. Щеку оттянуло, я даже не почувствовал, что на дренаж вынуло. Только что полный рот сразу крови стал, ну, опять промыли. Ну, когда промыли, то да, такое, опять же, тянущее чувство появилось. Вот, ну, в общем, такие дела. Так вот я чуть, как говорится, с жизнью не расстался в кабинете зубном. 1,5 часа удаления зуба. Это, я вам скажу, я не знаю. Вот как-то была у меня травма позвоночника. И привезли в больницу. Вот боль. А я по глупости отказался, это было
23 мне это было. В 23 года я сломал позвоночник и лежал в больнице на вытяжке. Вот в первый день, когда меня привезли, я вроде бы не болит, я такой лежу, медик приходит, женщина, говорит, обезболивающее делаем? Я говорю, ну, может, не надо. Она такая, ну, не надо, и увалила. Ну, ты же врач, ну, ты же скажи, я вот молодой лежу, мне 23 года, я что, каждый день позвоночники ломаю? И она, короче, говорит, ну, не надо, ушла. И вот ночью я просыпаюсь от боли, и эта боль вот именно, уже не просто боль, я превратился как будто вот весь в какую-то боль, вот как будто водопады у меня там болевые. Вот зубная боль на втором месте за мою жизнь, это именно вот это. А были у меня и переломы после этого, и пальца, и шеи. В свое время я напрыгался. Так что, наверное, я буду все-таки не узелки делать, а узлы. Иначе я смотрю, что-то у нас развяжется все это от первой игры детей. Футбол. Бог с ними, с этими веревочками. Для чего все это я рассказываю? Да просто хочется поделиться, может быть, кому-то это поможет. Имеется в виду, что не ждите вы, не ждите, пока у вас там зубы воспалятся там или еще. Если надо удалять, идите удаляйте, пока есть возможность. Хотя бы вы, пускай это страшно, это неприятно, это по-всячески. У каждого свой болевой порог, но оно того не стоит, этот зуб. И лучше его удалить заранее, чем дождаться, как я. Ну, хотя я же тоже не ждал ничего. Я вроде моментально в течение... С момента образования опухоли прошло меньше суток. С момента образования флюса. Не ждите. Я не советую вам ждать, не советую. Вот я к чему, что обезболивающее при флюсе, оно не действует. Даже если вам его и уколят, это будет бесполезно. Вот почему часто говорят о том, что оно не колят его. Почему? Потому что оно не работает. Оно реально не работает. А вот как пословица говорится, боль такая, и врагу не пожелаешь. Оно так и есть. Выматывает всю душу. Так что будьте здоровы, не болейте. Не ждите, не тяните. Лучше заранее лечите. Я уже далеко не мальчик, но там я уже чувствовался совсем каким-то слабым человеком. Вот такой у меня вот был недавно опыт. Совсем недавно, вот сегодня у нас воскресенье. В субботу я закрыл больничный, на последнюю промывку съездил, и больничный закрыли мне. Но оно того стоило, в том плане, чтобы я не сидел. После ночи почти не бессонной, через несколько часов после уже самой процедуры удаления зуба, мне стало легче, мне стало реально легче. Потому что ночью у меня такое чувство было, что если бы у меня были плоскогубцы, я бы этот зуб сам вырвал. Оно такое давящее, раздражающее чувство было именно. То есть оно уже так наболело, что уже хотелось что-то сделать с этим. И все это моментально, вот буквально за несколько часов, я бы сказал. 12 часов прошло, и все. Я уже потом подумал, что надо было вообще куда-то ехать, может, к платникам. Но она сразу не догадался. Надо было ехать, возможно, на удаление под общим наркозом. Я потом вспомнил, у меня товарищ один раз ездил, 5 зубов удалял одним махом. Это давно было. Он пожизненный сиделец такой, все там у него на этой теме, на блатной романтике. Ну и на зоне зубы сгнили тоже. И вот он ездил удалять под общим наркозом 5 зубов подряд. Но он удалял под общим. А я вот только после всех процедур вспомнил о том, что действительно есть такие услуги. Но уже было поздно. Да я и не верил. Дело в том, что я просто не верил, не знал, что так будет. Если бы я знал, если бы мне кто-то заранее сказал, что не вздумай, Леха, едь к платникам. Ну я же думал, сейчас хрусь, хопа, и пошел. Вот, пожалуйста, хопа. Вот, кстати, тоже совет. Если у кого-то рано или поздно появится флюс, как у меня. Ты ж не знал, что он появится, и я не знал, никто не знает. А он хопа появился, все, воспаление началось. Все же я бы вам посоветовал, товарищи, ехать куда-нибудь не в государственную компанию. Пускай там заплатите, но живы останетесь. Потому что, опять же, вот насколько болевой порог, насколько человек может испытывать боль, насколько это полезно. Я вообще в этом пользы не вижу. До какого момента человек может испытывать боль? От болевого шока. Что же люди умирают, правильно? Вот такие ворота у нас получаются. Симпатичные. Так я вот все искал, как выглядят уже в собранном виде эти ворота. В смысле, это сеть. Так и не нашел. Я название напишу, сеть, если кому надо, имейте в виду.
как она будет выглядеть уже в собранном виде. Гнаться за толщинами я не вижу смысла, ну, скажем так, у себя в доме. Я думаю, что солнце разложит эту ткань, этот материал, потому гнаться особо за большей толщиной нити нецелесообразно. Хорошо, если на год хватит, ну, на 2 там. Да и порвут, возможно, там, или домашние животные, или футболисты. Красил с краскопульты, краска дорогая. В ОМе по акции, там у них там ликвидация товаров всяких залежавшихся. Так они там скидки большие делают, реально большие скидки. Можно хорошую краску купить за недорого, если она нужна, конечно. Если не нужна, тогда смысла в этом нету. Ну, так я вам рассказал, как сходил к зубному, полечил зубки. Стоило ли вот этих 20 лет, вот этих 1,5 часов? Да ни на грамм. Вообще никак. То, что этого зуба нету, ну и нету, и слава богу. Там мать говорит, вот зато ты 20 лет зубом был. Да нахер он мне надо был, этот зуб? После такого чуть не сдох в этом зубном кабинете. Да, ты не ребенок, ты не плачешь. Ты не плачешь, ты не кричишь, ты молча лежишь. Ты даже головой не просто кулаки сжимаешь и там в замок зажал и весь мокрый. Вот и все. Ну а зачем? Для чего это все? Если бы в 20 лет назад удалил бы спокойно, еще целые корни, не разрушенные, не мягкие, а вовремя удаленные, и все бы, и никогда бы не вспоминал об этом. Ну, зато, наверное, рассказать бы нечего было сейчас. А как рассказал, может, кому-то это... Если кому-то это принесет какую-то пользу, я только рад. Любая информация должна доходить до того, кто ее хочет найти или услышать. Вердикт простой. Флюс появился. Если зуб старый, разрушенный, едьте вы лучше туда, где делают процедуры эти под общим наркозом. Иначе готовьтесь заранее к худшему. А у меня товарищ рассказывал изначально про это. Ну, я еще... Главное, что, понимаете, что вот это, что со мной произошло, оно... Ты с этим пока не столкнешься, ты этого не поймешь никогда. Вот это надо пережить. Вот он мне рассказывал в свое время, как он также ходил с флюсом к врачу, и как ему тоже на живую рвали. Ну, я так его слушал, ну, так смешно послушать было. Интересно, ну, интересно, но так, не особо. А как сам столкнулся, вот тут я уже ощутил. Вот, а ему тоже флюс, зуб, но ему зуб этот вырвали моментально, потому что, наверное, корни были целые. Он сказал, что вырвали зуб там за пару минут. Ну и почистили еще пару минут. То есть, по большому счету, отделался легким испугом. Я знаю, что там на работе паренек, он вообще с зубом в больнице, по-моему, лежал. И что он там пережил, тоже, возможно, я тут уже теряюсь. У каждого были, у многих людей были случаи, естественно, либо сложнее, либо легче. Ну, свое я тоже хлебанул. Чистите зубки перед сном, не забывайте. А то у меня подруга есть, наша общая. Она, наслушавшись страхов про коренные зубы, пошла удалять свой коренной зуб старый. Ну, не старый, в смысле, просто коренной зуб, здоровый, все нормально. Ну, решила она его удалить. Ой, о чем я говорю? Не коренной, а зуб мудрости. Решила она его удалить заранее, так как зубы мудрости слабые зубы. Так вот, ей также повезло. Это при здоровом зубе ей удаляли также этот зуб 1,5 часа. Такие возникли сложности, то ли он там распадаться начал, то ли что, я не знаю. Сейчас сказать, что там именно было с этим зубом у нее. Но также ей удаляли 1,5 часа. Она еще рассказывала, так, ну, немного, опять же, со стороны смешно. Она сознание просто теряла и все. Ну, насколько там она так рассказывала. Говорит, что-то начинает делать. Я сознание потерял. Ну, это, конечно, выход. Если бы можно было, да? Если бы можно было себя отключать, лишать себя сознания хотя бы на время, чтобы отдохнуть. Потому что вот когда долго чистят, долго лечат, ты лишаешься сил. Ты вот как вот, наверное, сродни пытки. Когда пытают людей, почему люди ломаются? Потому что сил не хватает больше себя сдерживать. Ты уже не можешь отвести куда-то свои мысли подальше. Потому что ты все время чувствуешь боль. Ты не можешь вздохнуть.
Ну а дальше по стандарту курс антибиотиков. Вот и все лечение наше. Больше ничего и не надо. Ну, промовое полоскание, конечно. И ждать, осталось ждать, когда выйдет теперь корень. Я спросил, говорю, а как, ну как, в какие сроки это все выходит? Он говорит, люди годами ждут, пока там выйдет этот небный корень. Так, вот как-то вот я смотрю, что как будто коротковато она. Хотел заснять, как ее варю, хотел заснять, как ее тут крашу, но погода вообще ни к черту. То даже когда варил, дожди лили, камеру не поставить. Под этим покрывалом накрывал сварочник. Я сейчас задумался тоже на тему, у меня, Карин, эти зубы мудрости, они все, получается, леченые, уже леченые. Думаю, может быть, пока не поздно обратиться, чтобы их нахер под общим наркозом удалить. Вот кто с этим сталкивался? Кто удалял зубы, подскажите, под общим наркозом? Каково это? Зубы мудрости, в первую очередь. На наркозы у меня аллергии нету, так что я надеюсь, все будет хорошо. Что-то, ну, я смотрю, не соблюдает свои размеры сетка эта. 2,10, у меня здесь 2,10 как раз. Причем я снизу подвязываю, она все равно не достает. Что она провиснуть должна? Насколько она в напряжении может находиться? Короче, как-то халтурная сетка. В общем, эту сеть надо делать с большим провисанием по верхней части. Она не 2,10, она какая-то, блин, поменьше. Ну, вот так, сантиметров еще с помощью веревки сантиметров 10 добавлять надо. Так, все, закончил я привязываться. Вот я сейчас даже замерю свои размеры своих ворот. Видно, да, 2,15. Высота у меня 2,15. Заявлено 2,10. Высота сетки. С глубиной 50 сантиметров и что там? 5,10 заявлено. 5,10 на 2,10 на глубину 50. Соответственно, производитель врет, это размеры не настоящие. У меня ширина от трубы до трубы. Я типа сумею лазером попасть. Сейчас попробую. Да, все прекрасно, видно. Лазером я попал. Видно, нет? 4,80. Производитель заявляет, что сетка 5,10. Ну какие же 5,10? С глубиной 50. С глубиной 50. Что еще, 30 сантиметров где-то отсюда можно выдрать? Да хер ты ее выдерешь. Если будете покупать такую сетку, ворота должны быть, как у меня, 4,80 шириной, а высотой 2 метра. Для 2 метров она подойдет. Для 2,10 она уже не подходит. Вот она уже напряжение создает. Но тут же не 5 сантиметров. Да, у меня на 5 сантиметров выше ворота. Но здесь же не 5. Здесь все 10. А она еще же должна быть эластичная при этом. Ну да бог с ним. Имейте в виду, если кто собирается покупать эту компанию, что заявленные характеристики не соответствуют действительности. При размерах 5,10 на 2,10 вы получаете реально 4,80 на 195. Я бы так вот сказал. По правильному ворота должны быть 195. Но я уже херней заниматься не буду, обрезать их или вкапывать тоже. Я уже вкопал. Ворота у меня трубные. Труба 50-ка. Старая, ржавая, это все заборные трубы. Углублялся я на метр, чтобы они поустойчивее были. Метр это в глубину уходило. Задняя трубочка допустил большую ошибку для себя. Ну, это не то, что ошибка, это такая. Думаю, она как бы тоненькая, не такая, что можно на этой, на этой висеть можно. То есть это выдержит, это хорошая труба. Я проверял ее, самая лучшая, чтобы мощная была, чтобы не сломалась. Вот. Задняя трубочка
потоньше, и я ее усилил. Я вложил вовнутрь арматуру десятку. Заварил все, приварил, и только беру по ней, рукой так хлоп, а она погремушку сделал. Сделал такую погремушку, что пришлось мне по итогу, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8 местах сверху прорезал этим кругом шлифовальным, шлифмашинкой, и приваривал к трубке арматуру. Не полностью убрал, но процентов на 85 я убрал эту погремушку. Ну, просто приварив трубу к трубе, арматуру к трубе. Вот такая вот сеточка. На вид красивая, ну, размеры, видишь, с размерами. Сзади у меня написано глубина 50, но если бы я ее сейчас потянул, она бы, посмотри, ну, да, кстати, вот если мы говорим, у меня 2,15, вот мы подтягиваем ее до высоты необходимой, и я не могу даже, вот она как барабан будет натянута, видите? При глубине 50, вот она 50, да, все тут, вот глубина соответствует, потому что вверху у меня меньше, чем 50, там, наверное, 38, и вот она даже провисание есть у нее. Но вниз 2,10 она вообще не тянет никак. Сколько здесь? 20 сантиметров, откидывайте сразу 20 сантиметров. Высота этой сетки 1,90 м. Конкретно это моя сетка, одна единственная попалась у меня от этого производителя, а все остальные идеальны. Спорить не буду. У меня сетка одна, я больше не покупал. Ну, имеется в виду. Ну, в остальном вроде все. Все сказал, все рассказал. Ворота показал, сетку рассказал, про размер рассказал, про зуб рассказал. Так что будьте здоровы, чистите зубы перед сном. Прошла неделька, вот небольшая отчетность по воротам. Снизу обязательно нужно ввариваться. Я сначала трубки, просто 2 трубки положил, думал, что мячом мне залетал мяч, не под сетку не залетал. Ни хрена подобного, так не получится. Трубки дети мячом подфутболивали, они подлетали, сетку накручивали. Не надо так делать. Лучше всего отжалел я арматуру, у меня арматура 10, вот она, достаточно эластичная, чтобы, опять же, сетку беречь. Приварился внизу, там, приварился здесь, все, к ней привязался, не арматуру пропускал сквозь сетку, так тоже делать не надо, потому что порвете. Просто веревочками попривязывался и все, вот он, узелками. Теперь все отлично. По поводу размеров 2,10, как я говорил, херня это. Да, она, конечно, вот по прошествии недели она вытянулась. И, в общем-то, да, теперь она похожа на 2,10. Возможно, это и была задумка производителя, что она должна отвиснуть. Но об этом нигде не сказано, ни в инструкции, ничего. Поначалу вы не натянете 2,10. Сейчас да. Сейчас вот я ее подтягиваю, и она... Да, сейчас она стала наконец-таки 2,10. Может, об этом кто-то знал, я не знал. Вот. Ну, а так все прекрасно. Ворота стоят, краска замечательная. Не красьте дешевой краской, слезет. Все моментально слезет. Я уже столкнулся с этим. Эта краска дорогая, какая-то немецкая. В ОМИ по акции покупал. Красится сразу по ржавчине. Что она преобразует эту ржавчину или еще что. Но я уже сталкивался с хорошими красками. Они прекрасно по ржавчине наносятся и не слазят. И не вылазит ржавчина наружу. По крайней мере, не так быстро. Снизу арматура привязана. Все остальное, размеры выставились самостоятельно. Сетка живая. Вот неделю простояла, все отлично. Мяч ловит на ура. Я, опять же, не знаю, насколько вот она должна все-таки, мне кажется, болтаться. Потому что напряжение от мяча, когда мяч ударяется, должно гаситься по всей сетке. Если я ее натяну везде на максимум, вот на ее размер 2,10, будет ли она быстрее от этого изнашиваться?
так вот сетка пружинит. Младшой даже стоит, просто бьет в сеть, она отскакивает. Как бы нормально. Делайте ворота детям, делайте, как у меня там спорткомплекс сварил, турники, малый, большой, брусья. Создавайте детям интерес. И физо, спорт развития, не профессиональный, конечно, а только в таком любительском плане. Как на работе штангист профессиональный сказал, спорт могила. Но она так и есть. За редким исключением профессиональный спорт приведет в могилу достаточно скоротечно. Ну а в таком любительском плане это только на пользу. Только на пользу. Физуха, все отлично.